Удивительное лакомство, деликатес пастрами. Говорят, мол, самые лучшие пастрами готовят где-то там в Нью-Йорке, на 2-й авеню. Их фамилия Кац, они когда-то жили в Российской империи. Потом, ну, известное дело, в начале прошлого века куда-то там уехали. И вот эта семья 125 лет или сколько там, не знаю уже, готовит пастрами у себя в ресторане. Продают неделю 20 тонн. И все говорят, вот у них самые лучшие пастрами. Не слушайте никого. Самый вкусный пастрами у меня. Значит, сегодня я раскрою вам нашу большую семейную тайну. На самом деле, над этим рецептом я работал очень много месяцев. Мне пришлось съесть очень много мяса, поправиться, потом худеть. Даю вам пропорции на 2 килограмма мяса. На 2 килограмма мяса пойдет 150 граммов соли. А у меня вот здесь, вот в этом куске, 7 килограммов 200 грамм мяса. Это грудинка, ну то, что называют брискет. Считается, что это очень хорошо. Так, ну вот примерно, значит, около 400 грамм сахара. Вы же знаете, как я отношусь к этому дебильному слову граммовки, да? Вот очень плохо отношусь. Но в данном случае вот эти граммы прям выстраданы. Получается у нас удивительно вкусно. Значит, 7 кило 200 грамм мяса, 7 литров 200 миллилитров, 7-200 воды. Равное количество мяса и воды. Запомнили? Это очень просто. Соль. На 2 килограмма мяса полагается 50 грамм соли. Значит, на 6 килограмм будет 150 грамм соли. А на 7 килограмм, ну, допустим, 180. Вот и сделаем сейчас примерно 180 грамм соли. Честное слово, там 2 грамма туда, 2 грамма сюда. Вот, но это вот не ракета в космос. Понимаете, это всего лишь навсего еда. В конце концов, мясо бывает довольно разным. И соль бывает разной. Значит, помимо обычной поваренной соли, понадобится то, от чего сейчас упадут в обморок те, кому очень страшно жить из-за химии. Но они говорят, ой, это химия, везде химия, все это страшно. Это, ребят, нитритная соль. Она уже разведена с обычной солью. Вот если так, в чистом виде нитритная соль, это на самом деле вещество довольно опасное. Но здесь она разведена, не знаю, там пропорция 1 к 100. И вот такая разведенная, ну, колбасная нитритная соль, да, вот здесь 0,6%. 0,6%. Вот такая разведенная нитритная соль, 0,6%. На каждые 2 килограмма нужно 30 грамм. А мне сюда пойдет, значит, порядка 100 грамм. Ну и прекрасно отмерим. Много всего понадобится для рассола. Нитритная соль абсолютно необходима в пастраме. Потому что в рассоле мясо будет лежать 10 дней. Вот даже с обычной солью, ну как бы обычная соль тоже предохраняет мясо от порчи. Может случиться всякое. Тем более, что замачивание в рассоле, маринование в рассоле – это еще не все. Лавровый лист. Ну, лаврового листа вот достаточно такое количество хорошее. Налили, посыпали. Понадобится еще и лук, и да что там, чеснока немного. То есть все, чтобы сделать эту воду ароматной и вкусной. Надрезаю луковицу, пусть из нее немножко выйдет. Сейчас стоит на плите, и вода греется. Я использую кипяченую воду только, потому что в сырой воде, ну, сами понимаете. Вот здесь еще примерно 1,5 головки чеснока, ну, сколько есть, столько и есть. Засыпали. Пусть стоит, но и это еще не все. Дальше по схеме. 3 грамма перца черного горошка на каждые 2 килограмма. На 7 килограмм пойдет грамм 10 с половиной. 16 грамм. Ну что теперь делать? Назад высыпать, что ли? Да ладно вам. Гвоздика. Гвоздики 2 грамма на каждые 2 килограмма мяса.
6 грамм. Вот с гвоздикой не переборщите. Вот с гвоздикой переборщите, будет плохо. Ну, здесь будет 6-7 грамм. Вот, ну, весы-то не настолько точные. Еще понадобятся семена кориандра. Вот они у меня. Семена кинзы, другими словами. Идет 3 грамма на каждые 2 килограмма мяса. Значит, я, соответственно, беру граммов 11-12. Можно сказать, столовая ложка. О! Опять-таки, кориандр бывает, вот только что собрали, он имеет один запах, а который там лежал 2 года, он там в кладовке, конечно, у него другой запах. Насыпьте все 15, что будет? Неужели думаете, что из-за этого съесть нельзя будет? Да, вот так. Еще нужен можжевельник. Если у вас есть, ну, натуральный можжевельник, бывает в виде ягод продают. Вот очень хорошо взять такой. А у меня такой можжевельник кончился в виде ягод. Был когда-то. Остался вот другой можжевельник. Это то, что называют в Средней Азии арча. Но это тоже разновидность можжевельника. И запах точно такой же. Ну вот на эти 7 килограмм положу тут, не знаю, там 11-12 грамм. И этого будет в самый раз. А еще сразу добавлю душистый горошек. Бывает черный перец вот горошком, бывает душистый горошек. По-английски называется allspice, потому что он пахнет и корицей, и гвоздикой и так далее. Если его не переборщить, если вот все это такие очень тонкие легкие мазки, то получается, как правило, очень хорошо. Ну вот и все. Мы собрали рассол, осталось только перемешать его, дать вот этому всему раствориться, чтобы обязательно растворилась соль, сахар, чтобы вот это все передало в воду какой-то свой вкус. И будем сейчас продолжать. Кусок мяса очень большой, даже если в эту кастрюлю положить, он не поместится, поэтому я его сразу разрежу на 4 части. Постараюсь на примерно равные части разрезать. Давайте, наверное, вот так. Значит, видите, это грудинка, это брискет, он довольно жирный внутри. Так и надо. Хорошо. Этот жир, причем у нас практически весь останется на месте. Ну, в конце концов, сало же заготавливали раньше, солили, коптили, ели, да? Ну вот здесь говяжий жир внутри грудинки, внутри брискета. И он тоже получится очень вкусным. Его можно будет есть с большим аппетитом. И в конце концов это закуска, а не еда. Это не то, чем следует вот взять и налопаться до отвала. Понимаете меня? Теперь еще один момент. Вот где все эти куски мяса держать в рассоле? У меня есть пакеты для вакуумной упаковки, и все прекрасно получится. Вот, посмотрите как. Это такая посудина, в которую я опускаю кусок мяса и заодно, между прочим, взвешиваю, сколько это мясо весит. Потому что рассола должно быть ровно столько же, сколько, а вот видите, почти 2 килограмма. Вот это глаз. Вот это глаз. Значит, и рассола должно быть почти что 2 килограмма. Рассол только что кипел. Ну и прекрасно. Значит, мясо из-за этого кипящего рассола не сварится. Мясо имеет сейчас, в данный момент, температуру около 1 градуса. Оно только что из холодильника для выдержки мяса. И мы просто-напросто пастеризуем поверхность мяса. Рассол кипяченый, все, там ни одной бактерии нету. И здесь на поверхности мяса тоже ни одной бактерии нету. У нас должно получиться в итоге больше 4 килограмм, около 4 килограмм. Потому что в рассоле помимо воды есть сахар, вы помните сколько, да, 400 с лишним грамм, соль, очень много нитритной соли. И вода должна покрыть полностью кусок мяса. После чего мы этот пакет просто запаяем и дадим остыть, а потом он будет лежать в холодильнике. Знаете, когда мне нужно было это сделать скорее, я брал мясо вот в таком пакете и опускал его в су-вид на температуру 50 градусов.
на 12, на 16 часов, в зависимости от размеров куска мяса. И в сous-виде все происходило вот за эти 12-16 часов. Но если подождать 10 дней, чтобы вот этот рассол, чтобы эта соль проникла внутрь мяса до самого вот его там основания, чтобы и в середине тоже все просадилось как следует, то получится лучше, получится вкуснее. Остынет, и потом уложим их, эти куски мяса вместе с рассолом в холодильник. Как я уже говорил, на 10 дней. Но повторяю для того, чтобы вы не забыли. 10 дней, 8 дней, 12 дней, 14 дней. Мне ли говорить, если я говорю, что 2 грамма туда-сюда ничего не решают? Но вот это время зависит напрямую от температуры. Чем теплее в холодильнике, тем быстрее это все происходит. И зависит еще от размеров куска мяса. Чем толще кусок мяса, понимаете, тем дольше соли проходить вовнутрь. Она, к сожалению, соль внутрь мяса проникает очень и очень медленно. А этот вышел чуть поменьше, кило 720. Ну и хорошо, значит, столько же и рассола. В общем, дальше все то же самое. Вы пока посмотрите коротенькую рекламу. Дорогие друзья, вот это моя книга номер 5. Она есть уже у многих из вас. Радует. Очень полезная, очень красивая, очень большая, очень тяжелая. А вчера начата печать 11-й книги. Книги о татарской кухне. Книга будет называться «Земля, душа и еда татар». По размерам, вот по таким физическим размерам, она будет вот такая. То есть еще больше, чем книга «Казан». Только она будет еще толще. Здесь 280 страниц. А в татарской книге получилось так, что будет 440 страниц. Дешево такая книга стоить не может. Но начиная с издания моей самой первой книги «Казан-Мангал», каждый раз я устраивал для моих подписчиков особые акции по продаже книги. И вот пока еще книга не поступила на склады, вы можете оплатить эту книгу по значительно сниженной цене. Ну, скажем, до 1 октября. Просто заходите на мой сайт stalik.ru. Здесь сейчас напишу вот stalik.ru. Прочитали, да? Ну, запомнили? Наберите в интернете, заходите на этот сайт, там найдете эту книгу. Ее можно заказать либо с автографом, но тогда уже без скидки, либо с хорошей скидкой. Выбирайте, что вам нужнее. И вы получите эту книгу первыми. Кстати говоря, книга о татарской кухне – моя первая книга, которая издается не только на русском языке, но вот прямо сейчас одновременно с русским тиражом печатается еще и небольшой английский тираж. Если у вас где-то есть родные, друзья, знакомые в тех странах, где не говорят по-русски, вы можете приобрести для них книгу на английском языке. Разумеется, небольшой тираж обходится дороже, чем большой тираж, поэтому книга на английском языке будет немного дороже. Но нам-то с вами что беспокоиться? По-русски она будет стоить своих денег, я вас уверяю. Так что поторопитесь. После 1 октября уже не просите о скидках. Будет та цена, которая все равно дешевле себестоимости этой книги. Потому что мы можем продавать эту книгу вот по тем ценам, которые вы увидите на сайте, только потому, что у нас были хорошие спонсоры. А если бы без спонсоров, вот чисто на коммерческих условиях, цена этой книги должна была бы быть минимум 15 тысяч рублей. Да она и выглядит на все 15. Если у кого-то из вас нет такой машинки, чтобы запаять, ну ничего страшного. Вот посмотрите, можно взять, да и завязать как следует веревочкой. Но самое главное, чтобы не проливался оттуда рассол. Вот и все. Задача только в этом. И
я уже вам несколько раз сказал, что мясо вот так должно простоять 10 дней. Это в среднем. Вы должны подобрать потом, в зависимости от размера куска мяса. Вот эти большие, может быть, пускай стоят 12 дней. Вот эти более тонкие куски, может быть, и за 8 дней просолятся. Да? В конце концов, съесть можно будет и то, и другое. Да? Больше перестоит, ничего страшного не случится. Меньше, ну вот там в середине будет непросол, который, собственно говоря, может потом впоследствии первым начать портиться. Понимаете меня, да? Ну, съедите пораньше, съедите поскорее. Вообще, эти пастрами у нас хранились готовые пастрами месяцами, но вам до готового пастрами еще ждать. Посмотрите сначала рекламу. Хорошо? До встречи. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Stalih Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Вот как выглядит мясо спустя 9 дней. Оно лежало в холодильнике при температуре 0 градусов. Теперь необходимо слить эту воду. Мясо сейчас слишком влажное. Необходимо его просушить. Чтобы мясо просохло скорее, можно использовать вентилятор. Мясо подсохло. И вот здесь у меня смесь шамбала, либо еще называют голубой пажитник, и кориандр. Только что размолол в блендере, обе приправы в равных пропорциях. И их надо смешать с чем-нибудь липким. Вы можете выбирать сами. Это может быть кленовый сироп, это может быть горчица, это может быть кетчуп, это может быть, в общем, что угодно. Самое главное, чтобы эти специи при помощи вот этого липкого вещества прилипли на мясо.
Сюда добавляют, бывает, еще и красный перец, и, может быть, там что-то острое. У меня есть корейская приправа, которая, ну, как на вроде кетчупа, да, но здесь уже есть и красный перец, и какие-то другие хорошие вкусы. Осталось только перемешать и получить однородную смесь, которая будет отлично липнуть на поверхность мяса. Знатоки кулинарии могут сказать, что то, что мы сейчас делаем, очень похоже на турецкую бастурму. Все правильно. Потому что семейство Кац, которые сделали популярными вот уже то, что называется пастрами, они взяли именно из турецкой бастурмы. У них даже слово это вот пастрами, бастурма. Пастрами – это искаженное слово бастурма. Вот я думаю, вам понятна консистенция, и в этой корейской приправе уже есть необходимая острота, и есть необходимая липкость, так что остается только взять, да и намазать. Вот эта смесь приправ, которую я использую, из кориандра и шамбалы, голубой пажитник. Ну, собственно говоря, это мой вкус. Вы можете использовать любой набор приправ, бывают даже готовые смеси какие-то для мяса. Попробуйте. Если вам вкусно, то используйте. Почему нет? И не оглядывайтесь вы на этих интернет-знатоков. Они все равно найдут, что сказать. Вот эта пастрами, которую я делаю, ну, извините, может это выглядит нескромно, я попробовал то, что делают в Америке, и очень успокоился, потому что у меня сильно вкуснее. Сильно вкуснее. Разумеется, на мой вкус. Возможно, американцам больше нравится их пастрами. Но готовлю-то я не для американцев, а для себя. Для моих гостей, моим гостям тоже нравится, остановиться не могут, когда кушают эту пастрами. Что дальше? Дальше нужна коптилка, которая будет поддерживать идеальную температуру. Я объясню. Дело в том, что мясо внутри пастрами должно нагреться не более чем 50 градусов. Причем весь кусок мяса, вот этот вот немаленький кусок, понимаете, он должен прогреться абсолютно равномерно. Чем равномернее вы прогреете мясо, тем лучше будет. Если поставите в гриль, который поддерживает, ну, допустим, 120-130 градусов. Вот грилем это тяжело. Поддерживать температуру 120-130 градусов для обычных грилей уже тяжело. При такой даже вот высокой температуре 120-130 градусов будем нагревать мясо. Мясо огромный кусок, внутри оно холодное, а снаружи вот уже комнатную температуру имеет. И тепло, которое будет получать верхние слои мяса, не будет успевать проходить туда, внутрь куска мяса. И поэтому получится, что верхние слои пересушены, а внутри еще, может быть, даже сырое. С этим грилем проблемы не будет. Конечно, при такой низкой температуре нагреть кусок мяса уйдет очень много времени, возможно, 10 часов. Но дело в том, что гриль-то умный, он не будет тратить слишком много пилет. Он будет там подавать, там, не знаю, по 2-3 крупинки этих пилет. Итак, температура внутри гриля будет 82 градуса. Мы будем держать мясо внутри гриля до достижения 51 градус. И вообще не важно, сколько времени на это уйдет. Не беспокойтесь, с мясом ничего плохого не случится, оно не протухнет. Потому что внутри гриля есть дым, ну, в общем-то, дезинфицирующее вещество. А кроме того, еще и вот эти специи. Так что с мясом будет все в порядке. Надо просто подождать. Отлично справился гриль Эггер. Ну, несколько быстрее, чем мне хотелось бы. Часов за 6. Мясо прогрелось до 52 градусов. И надо учитывать, что куски-то размером разные были. Один больше, другой меньше. Но это не важно, потому что сейчас каждый получившийся кусок я должен упаковать в вакуум. Дело в том, что, что бы ни говорили знатоки, мясо еще не готово. Ну, как-то скушать его можно. Но чтобы его скушать с наслаждением, его нужно будет готовить еще часов 10, а то и 20. Сейчас я все объясню.
Пока что просто упаковываем в полиамидный пакет. Аппарат сейчас высосет весь воздух, запаяет, и мы это мясо опустим в горячую воду. Вот так. Без вакуумного упаковщика, говорят, можно в обычный целлофановый пакет. Пакет погрузить, скажем, в кастрюлю с водой, ну, чтобы вода обжала кусок мяса, весь воздух вышел, и потом там как-то плотно упаковать. Но вот вакуумный упаковщик стоит не так уж дорого, а спасет столько ваших продуктов. И для хранения удобно. И очень вкусно получается готовить мясо тем способом, который я вам сейчас покажу. Вот это называется термостат. Сюда можно налить воду и задать температуру, и задать время. И этот аппарат, это устройство будет поддерживать температуру воды с точностью до 0,1 градуса. Вот тоже кто-то скажет, ну у тебя такая техника, у нас такой техники нет. Это сейчас очень недорого стоит. Есть погружные термостаты, берете обычную кастрюлю, погружаете туда что-то похожее такое на фен и поддерживаете температуру. Это все стоит в пределах 5000 рублей. Заливаем водой. Я сразу набрал горячую воду из крана, потому что вообще тут несущественно, потому что контакта этой воды с продуктом не будет. Из продукта не выйдут соки и вкус, и аромат в воду. Мясо как бы варим, но при этом не получаем бульон. Все остается внутри мяса. Хотя называть это отвариванием все-таки, наверное, не совсем правильно. Это другой метод приготовления, который называется, по-русски мы называем сувид, а пишется это вот как. Все-таки, когда мы говорим про отваривание, мы подразумеваем, что вода в кастрюле, либо в казане, где бы то ни было, кипит. Здесь все происходит при совершенно других температурах, чтобы мясо стало роскошно нежным. Вообще, вот имейте в виду, кипение 100 градусов, да, и мясо, скажем, ну, варится до готовности там, за 1,5 или 2 часа. Если вы опускаете температуру на 10 градусов, можно сказать, что время отваривания нужно увеличить вдвое. Уже нужно, вот при 90 градусах уже придется варить 4 часа. При 80 градусах уже там вот порядка 8 часов. Все, включаем и оставляем на ночь. До завтра. Вот готово пастрами. Не просто пролежало 20 часов в горячей воде, как я вам говорил, но я еще и охладил их, потому что я предпочитаю подавать пастрами в холодном виде. Можно и в горячем, тоже получается очень вкусно. Но как холодная закуска, это просто что-то идеальное. Я преднамеренно сегодня использовал сразу 2 куска пастрами. Один из них более тонкий, я говорил вам. Вот он более тонкий, видите какой. А другой более толстый. Посмотрим, какая разница и хорошо ли просолился толстый. Вот это мне интересно. С Богом! Отрежем первый ломтик. Посмотрите, какое мясо внутри, видите? Разрешите, я попробую один кусочек, и вам расскажу, вкусно или нет. Можно было бы еще держать сувиде, но это фантастически хорошо. Ну а теперь вот этот толстый кусок. Задача проверить, просолился ли он внутри. Именно нитритная соль не позволяет мясу становиться серым. Обычно мясо вот нагрелось, оно меняет цвет. А если эта самая нитритная соль не дошла куда-то вглубь куска мяса, там мясо остается серым. У меня мясо просаливалось в рассоле, лежало 9 дней. Вот давайте я специально, видите, режу где. Не с краю, там-то просолилось точно. А вот здесь. Вот о чем я вам говорил. Видите? Видите, более серое.
То есть нужно было бы еще... Ничего страшного, это тоже можно съесть, это тоже очень вкусно. Нужно было бы больше времени держать это мясо в рассоле, чтобы соль прошла вот и сюда, до этих внутренних частей. И сейчас с этим мясом тоже все в порядке, его можно есть. И, ну, вот здесь вот кто-то скажет, может быть, жирное, но это же вкусно. Вот сало солят, коптят, а это говяжье. Почему же его нельзя съесть? Отрежу сейчас себе тоненький ломтик и съем. Кусочек получился понежнее, готов развалиться по волокнам. В качестве холодной закуски никакая колбаса с этим пастрами не сравнится. Да и все то, что продают под названием. Я вижу, что во многих гастрономах тоже стали готовить, где-то продают какую-то самодельную пастрами. Да, мой рецепт очень сложный. Но здесь дело в том, что из обычного кусочка мяса я и пилетный гриль Эггер создали гастрономический шедевр. Приятного вам аппетита!